Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня колода 78 дверей. Это, по сути, метафорические карты, которые показывают, какие двери будут открыты, какие закрыты, основное значение и какие ключи нам нужно подобрать. С другой стороны, это где-то больше событийный ряд, и я так думаю, что мы, конечно, будем реалистами, но какую-то себе подсказку из этих метафорических образов вы определенно получите. Ну и самое главное, мы проведем с вами приятное время, мои дорогие девы. И давайте первый вопрос, традиционно, что важно знать или что будет для вас в приоритете. Вот у нас переворачивается карта 13-го аркана. Как будто давно пора с чем-то поставить в чем-то точку. И у нас показан человек, который сидит на погосте, и для него время словно остановилось. Обратите внимание, врата открыты, нет закрытых дверей, нет для вас каких-то препятствий. Но у нас что-то не получилось сделать так, как мы хотели. Или это какое-то глубокое сожаление о человеке, а может быть об отношениях, о сложившейся обстановке или ситуации. Но мы чего-то не можем изменить. И обратите внимание, если нам как будто за вратами показана жизнь, уже больше красок, как будто заря, то здесь ситуация другая, она такая серо-темная. И все краски – это как будто цветы на погосте. И человек, который сидит, он держит в руках песочные часы. И нам говорят, время идет. Всего-то нужно встать и выйти из обстоятельств этих или из тяжелых мыслей, из состояния, может быть, души, когда меня держит какая-то ситуация или какая-то душевная боль, но я не могу уже что-то изменить, понимаете? Что-то тысячу раз обдумывать, возвращаться к прошлому, переживать, потому что не состоялось или пошло из-за, может быть, непреодолимых ситуаций. Мы не должны себя бесконечно, знаете, как травить свои собственные раны, их заново как будто обострять. Пришло время уже покинуть вот прошлое и вот эту пороговую черту в будущее переступить, потому что мы просто теряем время. Принять то, наверное, что мы не в силах изменить, мои дорогие, у каждого по-своему. Но эта карта перевернулась, но тем не менее кому-то важно услышать. Значит, есть какая-то составляющая, которой нет смысла возвращаться, что-то не повторится так, как было раньше. И себя не надо мучить. Вот я бы сказала, тут же в первую очередь мы где-то застряли эмоционально, как раз вот в тех событиях, которые не можем изменить, на которые мы-то не влияем. Хорошо, давайте, что важно знать, все же повторно, или настроение, или события какие-то на этой неделе, что важно знать для вас. Чего не избежать или с какими неожиданностями вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать. А что нам будет помогать, мои дорогие девы. Что скрыть-то? Давайте достанем такую карту. Может быть, от вас скрывают, а может быть, вы чему-то не придаете значения. И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Смотрим энергетику. Энергия денег на этой неделе. Личная жизнь. И достанем с вами карту «Совет». Подытожим наш расклад. Итак, что же важно? А посмотрите, у вас сейчас очень прочная позиция. Получение денег, решение вопросов с жильем, имуществом, у кого-то переезд, взаимоотношения с близкими, с семьей, с родными. Но десятка пентаклей – это наше благополучие. Благополучие в квадрате, когда у нас все получается. Или вот эта сильная позиция, которая у вас на этой неделе, и можем согласовать любые вопросы. И именно по части благополучия или каких-то материальных благ, или получения денег. Как будто, знаете, нет тех дверей, которые закрыты. А для кого-то, почему я говорю про переезд, особенно в этой карте, вы можете задумать, знаете, или изменить, может быть, как будто свое направление, вектор направления. Раньше вы думали делать как-то
в одном ключе, а теперь обстоятельства или возможности перед вами открывают новые перспективы, и вы можете решить, дай-ка я попробую. Все-таки у нас дети изображены, они как будто в доме на дереве, они играют. И эта карта говорит, что они или мы, да, если как прообраз детей перенести на ваш знак, поскольку вам выпадает эта карта, неплохо бы было попробовать какую-то новизну, как будто не бояться игры. Игры в каком плане? Вашей личной игры, которую идет по вашим правилам. Она вам как раз позволит увидеть какие-то альтернативные варианты дальнейшего развития как и событий, ваших возможностей, получения денег или построения вашей личной жизни, вашей семейной жизни или конкретно каких-то переездов. Вот здесь у каждого по-своему. Может быть, это профессиональная деятельность и каким образом я зарабатываю деньги. И такое тоже может быть. Хорошее настроение по этой карте идет, безусловно. Вот интересно, на этой неделе очень многим выпадает эта карта. Четверка мечей, обратите внимание, в неожиданностях вы можете словно одевать маску. И как будто это может быть связано опять же с тем, что вы не доверяете людям и подозреваете, что с вами люди также себя где-то ведут, одевая маски, не говоря то, что они думают, не говоря про свои намерения, или невозможно просчитать какую-то траекторию, потому что нет какой-то твердости, надежности именно в людях или в какой-то ситуации. И по этой карте нам показан, если мы говорим про двери, да, дверь закрыта, а нам показан слепой, или это выглядит, как будто человек слепой, он страдает этим недугом. Но человек достаточно хорошо сложен, у него прекрасно развит плечевой пояс, и если в целом мы уберем вот эту трость, да, просто человек в темных очках проходит мимо двери, и все. Обратите внимание, трость не направлена в сторону двери, как будто ему и не нужно туда входить. Он просто демонстрирует, что он здесь был. Вы можете что-то поставить и сами на паузу, или будет такая ситуация, я хочу сначала пронаблюдать за людьми, или как разворачиваются события, прежде чем я кому-то что-то буду обещать или приму какое-то важное решение. Может быть, правда, какой-то элемент недоверия, когда вам придется где-то и вашим, и нашим. Вообще не торопиться по этой карте. Четверка мечей нам говорят, может быть и пауза какая-то. Либо вы что-то ставите на паузу, либо в обстоятельствах она тоже где-то присутствует. Или по этой карте привести мысли в порядок и сложить как будто оружие. Не время кому-то что-то доказывать. Вот это тоже такой элемент. И тогда, когда мы, по сути дела, слепой с тростью нам и показан, как в неожиданностях, да, он готов к любым неожиданностям, но он не хочет кому-то что-то или обещать, или он хочет иметь больше ресурсов для того, чтобы из любой неожиданности выскользнуть, уйти, или притвориться, что да, я слепой, я иду сам по себе. Но вот любая ситуация и, видимо, вот такое поведение или такое отношение к обстоятельствам, людям для вас будет самая безупречная позиция в плане надежности, безопасности, вполне вероятно. Все-таки мы смотрим на неожиданности, во что-то не ввязаться как будто. Чему сейчас не время? Не время строить иллюзии, не время рисковать собой, не время рисковать своими деньгами. Как ни крути, семерка мечей называют эту карту картой вора. И значит, будьте внимательны к паролям, аккаунтам, платежным системам, электронным системам расчета. Не переходите по непонятным ссылкам, в том числе в каких-то мессенджерах. Берегите себя в целом, мои дорогие. По семерке мечей чему сейчас не время? С одной стороны, не время как бы надеяться на чьи-то обещания. Не время, может быть, очень откровенно хитрить или манипулировать, чтобы это было как ваш план, если он подразумевает какие-то манипуляции, мои дорогие девы, чтобы этот план был кем-то, как будто разгадан. Но и иллюзии мы себе тут тоже не строим. Это по части конкретно этой карты. Девушка рисует дверь открытую, хотя настоящая дверь, она плотно закрыта, но девушке кажется, она дорисует, и сейчас дверь распахнется. Мы понимаем, что в каких-то мечтах, иллюзиях нельзя пребывать или надеяться где-то на авось. Вот этому сейчас не время.
То, что по факту вы можете выглядеть, как будто я не вижу или демонстрировать. Да, я вроде бы здесь, но в то же время я чего-то не понимаю или я чего-то не знаю. А вместе с тем очень внимательно наблюдать, анализировать и делать выводы. Вот как-то так. Почему-то для вас такая, ну, неделя. И при том, при всем, что десятка пентаклей, у вас стабильное положение. Наверное, что-то вам нужно, мои дорогие девы, определенно сохранять. Причем по всем позициям. Что помогает? Вот точно. Где-то придется вам лавировать. Обратите внимание, семерка жезлов. И нам показан человек, который огромный камень. Вот тут как раз камень – это прообраз дверей. И нам непонятно, не то он закрывает, не то открывает. И вам придется лавировать, не то закрывать двери, не то открывать. Вся ситуация у вас в руках. Пока вы, наверное, где-то ловко вот так уходите от решения, может быть, тех вопросов, которые сейчас вы не хотите решать, или давать кому-то обещания, или вы чувствуете, что, ну, преждевременно какой-то, как и реванш, так и окончательный вердикт, может быть, выносить. С другой стороны, семерка жезлов – это карта соревнований в других колодах. Мы можем быть окружены людьми, которые нас сознательно вызывают на какой-то конфликт. И мы будем ловко, вот как эти двери открывать, закрывать, уходить от какого-то конфликта. Может быть. Ваша сильная позиция, она не должна быть нарушена. И нам помогает где-то вот, когда мы ловко уходим от решения каких-либо вопросов или на самосохранение. Мы ведь предполагаем, что человек что-то прячет в этом гроте, правда? Какие-то свои богатства. Вот у вас десятка, опять же, пентаклей. Значит, как благосостояние вашей семьи, как вашу прочную позицию, как ваш статус. Вот вообще не рисковать. Идем по ситуации, по сути дела. Так, это помогает. Что скрыто? Пятерка жезлов. Вообще, пятерку жезлов, пусть не в этой, конечно, колоде, я называю информационный хаос. И, видимо, нам сказали уже где-то, что будет много людей. Семерка жезлов и пятерка жезлов. Это могут быть еще на неделе, знаете, как режим многозадачности или много людей в вашем окружении, много информации, причем часть фейки, часть такая, что вас, вот как я сказала, могут словно провоцировать на что-то. Или если не провоцировать, то настаивать, чтобы вы приняли чью-то точку зрения. Вот что-то такое. А нам карта говорит о чем? Держись с позиции стороннего наблюдателя. Кстати, что эта карта, что это. В чем-то не участвовать. Только здесь мы будем открывать, закрывать, словно дверь или этот камень. А здесь по пятерке жезлов, посмотрите, показан нам человек с кувалдой и кладка вместо двери. И он уже так замахнулся и где-то приготовился разрушить ее, но встал и призадумался. А что я увижу за этой кладкой? Стоит ли игра свеч? Нужно ли разрушать это? Будет ли там, вот за этой кладкой, то, что я предполагаю? Или это будет какой-то обман? Или наоборот, я столкнусь с какой-то большей проблемой? Это ваши мысли, мои дорогие. Не поддаться, правда, на мнение окружающих, а сохранять какую-то свою личную канву видения в целом будет важно. Потому что информация утром может быть одна, днем другая, вечером третья. По пятерке жезлов это возможно. И как возможно ложная информация, повторяюсь, так и что-то правдивое. Но прежде определить, чтобы где что находится, или где, к чему можно доверять, или кому можно доверять, следует все проанализировать и где-то пронаблюдать, правда? Вот нам объяснили, почему у вас четверка мечей. Дела, работа, бизнес. Подбирать ключи нам придется. Знаете, будет, правда, среди вороха информации или каких-то событий, как минимум будет одна ценная, на которую придется отреагировать, как будто подобрать ключ, да, вот буквально. Дверь как будто она закрыта, но у нас все есть возможности осуществить желаемое. И восьмерка жезлов – это карта быстроты, скорости, как будто мы на что-то должны откликнуться, как минимум на одно, и это и будет и считаться наиболее важным. У вас выпадает дела, работа, бизнес, значит, есть как будто решение вопроса или возможность оформления документов. У кого-то это может совпасть по работе, если вы хотите получить новую должность. Есть вот этот ключик,
который вы сможете подобрать. И он придет, опять же повторяюсь, как будто внезапно. И вам быстро придется просчитать. Правда? Пойдем по ситуации. Не то открываем, задвигаем этот камень, не то обратно отодвигаем. Все будет зависеть от того, насколько игра стоит свеч и насколько вы будете ощущать в чем-то надежность. Тут самое главное — надежность. Не должно быть, да, когда мы в чем-то участвуем, а потом мы сталкиваемся с тем, что или в какой-то проблеме мы увязли и остаемся один на один с ней, или нам придется еще куда-то прикладывать усилия, но это не наша какая-то задача, это чей-то интерес. Вот этого быть не должно. Правильно что-то просчитать. Давайте энергия денег. Король мечей. Знаете, есть такая тут мысль у нас, как будто врач пришел к больному и дает совет. Вот что идет по этой карте? Не создать себе ситуацию, которая тянется, может быть, из прошлого, и как раз закрыть ее словно по... Это у нас на деньги выпадает. Может быть, это означает пересмотреть свои траты и будет даже необходимым кому-то отказать или принять во внимание, что, если мы говорим с учетом восьмерки жезлов, сейчас наиболее перспективно либо строить карьеру, как будто элемент новизны все равно следует внести в зарабатывание денег. Для кого-то из вас это будет буквально закрытие кредита или какие-то еще вопросы, которые вы можете решать, ну, так отчасти и в высоких инстанциях для того, чтобы с чем-то разобраться. Или вообще, каким образом ко мне будут приходить деньги на последующий период. У вас сейчас как подведение какого-то итога и намечаем планы на будущее. Или, если мы по финансам, каким образом будут в дальнейшем ко мне приходить деньги. Но есть какая-то болезненная ситуация, и ее следует оставить. Что-то наперед действовать или зарабатывать, или как будто что-то нужно исключить, или, может быть, изменить в своей жизни. Десятка мечей — это тоже карта прошлого. И нам говорят: закрой дверь в это прошлое. Нам как будто нужно проводить окончательно какую-то ситуацию, словно выздороветь. Но вот у кого-то это может как раз перемежаться с этой четверкой мечей и то, что я говорила. Но определиться с этим будет где-то сложновато. Но знаете, не пытайтесь еще раз взять реванш над какой-то прошлой ситуацией. У нас как будто это не получится осуществить. Мы можем оказаться вот как в этой ситуации, пятерка жезлов. Мы пробьем эту брешь, но то, что откроется нашему взору, оно нас не порадует. Правда, прошлое вам не помогает в плане как будто зарабатывания денег. Здесь как раз больше траты какие-то исключить. Как будто... Ну, знаете, если мы конкретно про деньги, вложиться во что-то или потратить на то, что в последующем будет изменено, или как, знаете, вот пусть у нас показан ведь здесь, по сути дела, пусть может быть и жестко отчасти, нам показан инвалид, в принципе, которого невозможно вылечить, или сам по себе пожилой человек, когда мы не можем отменить старость. И ведь доктор, который пришел, он не действует, даже дверь открыта. Он как будто собирается сейчас и уйти. Он не может отменить какую-то ситуацию. Вот и вам нужно что-то, вы не сможете изменить. И, видимо, параллель, что следует принять и отпустить как будто сразу. Что это будет? Но, видимо, это вопросы, связанные где-то с благополучием, с тратами денег или, ну, с какой-то имущественной составляющей или денежной. У вас сильная позиция, поэтому ее нужно как будто не тиражировать, а сохранять. Личная жизнь. Вы будете укреплять, обороной заниматься, мои дорогие, если можно так сказать. Девятка жезлов. И это карта, когда мы не включаемся в те вопросы, которые больше интересны кому-то. Вот мы уже об этом говорили. И вообще мы откликаемся только в двух случаях. Когда касается вопрос, нам что-то угрожает, или у нас есть какая-то четкая перспектива, план действий, когда мы наверняка знаем, что какой-то наш план приведет к успеху. Это личной жизни. Для кого-то, правда, будет с переездом связано. Или когда укрепляем мы наше жилище, и для людей, которые в паре, или пусть вы семья, или вы просто проживаете вместе.
Вы словно будете, ну, на своей волне, на волне своих партнеров, своих, ну, общих желаний вместе с вашим партнером. Может быть, благоустраивать буквально жилище, готовиться где-то к праздникам, для кого-то так, а для кого-то, если переезд, то именно с целью себя как будто обезопасить. Вот такое тоже может быть. Для тех, кто один или одна где-то, тоже будет ситуация самозащиты и безопасности. Видимо, ну вот это самое благополучие. Всеми любыми путями нужно как сохранять и приумножать. И если мы говорим про переезд, и я сказала по десятке пентаклей, как будто неплохо даже себя попробовать. Может быть, это касается переезда. Вы раньше думали, поеду в одно место, а здесь вы можете переехать, ну, как альтернативный вариант, рассмотреть другой или промежуточный вариант. Все то, что вам добавляет безопасности, надежности, одним словом, для всех, мои дорогие девы, это будет в плюс. Вот основная задача. Я себя берегу и берегу все то, что мне дорого. Карта Совет. Королева жезлов. На своей волне. И по этой карте удачно решатся вопросы, дела, работа, бизнес и деньги. Но, с одной стороны, когда мы достигаем успеха, надеемся сами на себя. И где-то молчание, немногословность. Отличает королеву жезлов, она умеет хранить тайны свои и чужие. И правда, вот вам такую позицию, видимо, не включение в какой-то вопрос, но в то же время, как будто я в этой ситуации нахожусь, принимаю решения, делаю выводы, никому ничего не говорю. И тогда вот эта триумфальная арка процветания, как будто вам обеспечено сохранение собственных позиций. Правда, от начала до конца. Началось у нас десятки пентаклей, девятка жезлов о сохранении, разные ситуации и информации, с которыми вы можете столкнуться. И все-таки есть то, что вам добавляет каких-то бонусов на этой неделе. В конечном итоге вы остаетесь довольны. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.